Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю итальянские десерты. Я их редко готовлю, но когда готовлю, стараюсь. Сегодня я буду делать тирамису, подбрось меня. Десерт очень лаконичный, хотя требует времени, но оно того стоит. Я уверен, что все пробовали, хотя не уверен, что все пробовали правильный. Да? Что мне нужно? Мне нужны яйца, мне нужен маскарпоне, мне нужны дамские пальчики, немного какао, я беру золотой ярлык, лучше какао, я считаю, нет, сахарная пудра, ну и кофе. Начну я со следующего. Я разделю желтки и белки. Я беру пастеризованные яйца, потому что здесь ничего не подвергает термической обработке. Поэтому, как всегда, яйца я пастеризовал в су-виде 55 градусов 2 часа. Сегодня получается отделять, да? Не сглазить бы. Мне нужно 4 яйца. Я начну с того, что я взобью белки в крутую пену. Для этого я возьму ложку-полторы сахарной пудры и немножко соли, потому что соль помогает белкам держать форму. Я специально купил новый миксер, посмотрим, как он работает. Такой медитативный процесс. Постепенно увеличиваю скорость. Ну и ждем, что будет. Я считаю, что можно, конечно, взбивать руками, но это такой, мышцы будут слишком большие, уже не захочется никакой торт. В отличие от сливок, белки перебить нельзя, но какое-то время это занимает. По сути дела, мы делаем основу для безе, для меренги, да, то же самое. Белки придадут блюду пышность. Схитрю, добавлю еще немножко сахара. Ну вот, пока у меня кончик не стоит, поэтому мешаем еще. Почти что, да? То есть, когда мы взбили, у нас кончик стоит. Белки очень увеличились в объеме. При этом они практически не сладкие, да, потому что я добавлял совсем немножко сахара. Для этого десерта нужно много кофе, потому что дамские пальчики вымачиваются в кофе, и за счет этого готовый продукт получается очень таким нежным, сочным, да, и богатым. И ждем. Можно сделать фильтр кофе, но, конечно, это будет не то. Так, ну вот, у меня получилось где-то 200 грамм кофе. Традиционно тирамису делают с марсалой. Я считаю, что тирамису получается лучше, когда используется ром или коньяк. Поэтому я буду использовать хороший кубинский ром. Мне нужно где-то 25 грамм. Ну и бонусный рецепт называется кофе каретта, когда в кофе добавляют ложку алкоголя. Вот значительно веселее становится. В желтки я добавлю примерно 100 грамм сахара. То есть, по сути дела, я делаю такой, как это называется, гоголь-моголь. Желтки также должны стать белесого цвета и увеличиться в объеме. Добавлю еще немного сахара. То есть видно, что они тоже немножко начинают держать форму, да? Но мое мнение, что достаточно. Все, мне миксер больше не нужен. И всю подготовку мы закончили. Осталось дело за малым. У меня есть маскарпоне. Маскарпоне — это очень жирный сливочный сыр, который прекрасен для десертов. Видите, даже здесь тирамису нарисован. Я его достал заранее из холодильника, чтобы он был помягче. Не могу не попробовать.
как супер густые сливки. Совершенно не сладкие, очень жирные. И теперь надо аккуратно вилкой понемногу вмешать маскарпоне в яичную, в желтковую массу, чтобы не осталось комочков и чтобы сыр разошелся. Я это делаю вилкой. Можно это делать миксером, но как-то мне ближе делать это уже вручную. Я всегда очень сильно переживаю, хватит ли мне для моей формы крема. Поэтому я предпочитаю сделать чуть больше, чтобы потом не было мучительно больно. Да? У меня здесь 500 грамм сыра. Я на всякий случай купил даже вторую. Но я думаю, что этого объема мне хватит. Комочки постепенно расходятся. Как я сказал, сыр у меня тоже комнатной температуры. Потому что иначе он будет очень твердый, почти как масло. Нам это не нужно. Практически идеальная консистенция, то есть комочков никаких нету. Сыр разошелся в желтковой массе. А когда он постоит в холодильнике, все застынет. Пробую. Есть сладость, но десерт не будет приторный из-за кофе с алкоголем. Теперь ответственный момент. Надо аккуратно вмешать белки в желтковую массу. Причем желательно, чтобы белки не расслоились, потому что они придадут блюду пышность. И прям совсем аккуратно вмешиваем насыщенный кислородом белок в сырно-желтковую массу. Надеюсь, что мне ничего не опадет, и мне этого количества крема хватит на мою форму. Скрываю дамские пальчики. Я думаю, что мне хватит половины пачки. Ну, посмотрим. Я беру, макаю быстро в кофе и выкладываю на дно формы. Примерно с интервалом 5 миллиметров. Теперь смотрим, чуть-чуть отломаем, чтобы было красиво. Первый слой у меня готов. Вроде пока все идет по плану. Теперь я беру пакет. Можно делать ложкой, но через пакет проще. И накладываю мой крем в пакет. Я думаю, будет хороший торт. Ну, у кого-то есть наверняка модные кулинарные пакеты. Я не столь сложен. Все-таки я не профессионал, а просто готовлю дома. Хотя есть вкусно люблю. И пришлось учиться, чтобы получать удовольствие. Падает из рук. Никто этого не видел. Теперь я аккуратно выдавливаю крем между и сверху моих бисквитов. Аккуратно разравниваю первый слой. Ну, чтобы тирамису был вкусным, должно быть по крайней мере 2 слоя. Теперь у меня здесь идет вот так. Я сделаю то же самое, только перпендикулярно. Здесь объем немножко расходится, поэтому не нужно ломать, как в первый слой я это делал. Второй слой готов. Продолжаем с кремом. Так, и у меня хватит, наверное, на 3-й слой. Вот это всегда риск с тирамису, да, потому что
Думаешь, блин, сделать жирным второй или все-таки рискну, сделаю третий? Снова разравниваю. Я не очень люблю делать десерты, потому что, как я уже говорил, они у меня не очень хорошо получаются. Но вот этот десерт, я считаю, что он абсолютно стоит времени и усилий. И, как ни странно, этот десерт часто в ресторанах делают криво. Поэтому мое мнение, что тирамису относится к тем вещам, к тем ресторанным блюдам, которые можно легко сделать дома. Так, продолжаем. Как там у меня было? Так, теперь так. Под самую завязочку будет. А я думал, кофе будет много. Оказалось, что в самый раз. Главное не перемочить бисквиты в кофе, потому что иначе будет очень клякло. Это нам тоже не нужно. Ай-повар. Будем надеяться, что крема мне хватит. Самое обидное, когда не хватает 50 грамм крема. На грани. Ну, прям глаз-алмаз, да? И последний слой аккуратно разравниваю. Аж вспотел от волнения. Но получилось. Ну и все. 99% дела сделано. Теперь, как я говорил, какао. Немножко загадим кухню, но что делать? Тревожно было. Так, молодец, Миша. Ну вот, у нас получилось. Даже видно, да, что в разные стороны смотрят печеньки, поэтому они будут очень красиво вместе потом. Теперь последнее, что нужно, закрыть пленкой. Не страшно, если пленка будет касаться какао. Я убираю это в холодильник минимум на 3 часа, но можно и дольше. Он настоится, крем станет более твердым, и его можно будет есть с огромным-огромным удовольствием. Ну что, пробуем. Смотрите, какой он нежный. Не могу не облизать. Бисквит пропитался кофе и ликером. За счет взбитых белков десерт очень воздушный, очень нежный. И, ну, я не знаю, это мой, на самом деле, это мой самый любимый десерт, который я знаю. Ну, кроме сложных. А дома просто идеально. Зато крома. Попробуем еще кусочек. Смотрите, как красиво. Кофе. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пробуйте готовить такие вещи. Это совсем не так сложно, как выглядит. Потому что кайф в еде – это не просто там насыщение организма, это новые впечатления, это, ну, волшебство. И я очень рад, что я решил снять этот канал, чтобы с вами этим делиться. Я очень люблю. Рома мне хватит. Ты пришел? Ты тоже хочешь тирамису? А будешь? Нет? Привет же, да? Еще? Видите, как вкусно? Все, больше для тебя нет.